Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Василий Вакаров на связи прямо сейчас. Василий Дмитриевич, здравствуйте. Саша, доброе утро. Здравствуйте всем. Ночь была тяжелая, Василий Дмитриевич. И обстрелы достаточно массированные, четко по энергообъектам, газопереработки. В общем, на территории половины Украины сейчас экстренное отключение света. И, понятное дело, вот эти вчерашние кадры из Чернигова, где пенсионеры, в общем-то, идут за горячим чаем, зарядкой для телефона в пункты несокрушимости, эта картинка будет масштабироваться, это уже понятно. Вместе с этим геополитически вообще специфически смотрится вот этот нанесенный продолжение выноса инфраструктуры украинской. В каком разрезе? В том, что вчера, в общем, ходили, рядили по поводу там будет Будапешт, не будет Будапешта. Потом, в конце концов, вышел Трамп, сказал: успокойтесь, США, я еще ничего не решил. То есть такая стратегическая неопределенность в этом вопросе. А Лавров выходит и говорит: вот ваше европейское, скажем, предложение – это анкоридж, скажем, прерывает и как подрывает, и, в общем, это не соответствует нашим договоренностям. Скажите, а вот эти массовые удары по энергетике – это часть анкориджа? Это кому больше выгодно ввиду того, что сейчас вся надежда Украины на Европу? России или Украине? Украине имеется в виду Банковой и Зеленскому. Вот, Александр, вы начали анализ, начали свой вопрос, название городов украинских и обстрела. Сказали, что ночь была неспокойная, в чем я с вами согласен, но вот я хочу просто продолжить, попытаться продолжить анализ той ситуации, которая прямо сейчас происходит. К примеру, я смотрю российские паблики, и они пишут о том, что 8 ракет, называют марки «Кинжал» и «Искандер», уже полетели со стороны Чернигова. Понятное дело, они взлетели с территории Российской Федерации, полетели уже в Чернигов и наближаются к Киеву. Цель этих ракет, как опять-таки пишут российские паблики, это вынос ТЭЦ и ГЭС. Вот это слово гидроэлектростанции, оно впервые прозвучало за последнее время. Я просто хочу напомнить, что когда-то выносилась и, скажем, вот эта плотина, которая из Киева на Вышгород, огромная плотина, где гидроэлектростанции, там целый каскад, ГЭС, ГРЭС. В Вышгороде выносились объекты ГЭС. В чем разница? В чем разница между гидроэлектростанциями и центральными теплоэнергостанциями? Это то, что ТЭС, они могут маневрировать, так они и называются, маневрирующая электроэнергия. А ГЭС – это вырабатывающая. Они производят, и все, они не могут маневрировать. Они произвели и отправили это в сеть. Если вынести и ТЭС, и ТЭЦ, а вместе с теми и ГЭС, то тогда на Украине коллапс предотвращается только той электроэнергией, которая вырабатывается атомными электростанциями. Еще есть, конечно, солнечные батареи, или то, что называется альтернативная энергетика, но она там процентное соотношение к общему электроэнергии, которая отправляется на рынок, она ничтожно мала. Я к чему? Что я не сгущаю краски, но вот добавляю информацию к той, которую вы уже сказали, что вот это вот массовый запуск ракет, массовый запуск беспилотников, которые выносят газовые родовища, как у нас говорят, то есть там, где качается газ, значит, газа нету, газа уже нету. Если выносятся ТЭЦы, ТЭСы, это маневрирующая энергетика уничтожается. Если еще и ГЭСы, то мы приближаемся, может быть, еще не к катастрофе, но к очень плохой ситуации в системе энергетики, в системе тепла, подачи тепла для простых граждан Украины. А я просто, и вы знаете, я хочу напомнить, кто не знает, что и так правительство Украины перенесло сроки подачи тепла для граждан Украины с 15 октября на 1 ноября. Неизвестно при этой ситуации, будет ли дальше перенос. И вот это вот давление
да, это давление Российской Федерации, это давление на Украину, на украинских властей, безусловно, мы понимаем, что это давление, да? Оно с одной стороны, но с другой стороны, объективности ради, мы видим, как вынесли сегодня торговый центр Махачкале, Дагестан, как дальше обстреливаются беспилотниками нефтеперерабатывающие заводы на территории Российской Федерации, как ракета попала вчера в предприятие в Брянской области или в самом Брянске. То есть стороны и Украина, и Россия, они продолжают обстрелы, не прекращаются эти обстрелы, и они давят друг на друга. В связи с этим мы переходим теперь к геополитическому вопросу. А вот эта вот встреча, которая намечена, по крайней мере, они говорили два президента, Трамп и Путин, естественно, проговаривают эту встречу, в преддверии проговаривают эту тему Лавров с Российской Федерацией и, соответственно, его коллега с Соединенных Штатов Америки, да, она просто на этом фоне возможной встречи, вот эти обстрелы, они направлены на, можно так сказать, да, на то, чтобы улучшить свои позиции переговорные, но с другой стороны, возможно, они направлены на то, чтобы сорвать эту встречу. Тем более, если мы теперь переходим уже от энергетики к информационной составляющей, то мы видим с вами просто каскад, целый ряд статей от Financial Times до Politico, Telegraph, ну, в общем, можно их перечислять, они десятками, которые пишут в основном в унисон об одном и том же, что вот скорее всего встреча Рубио и Лаврова в Будапеште не будет, она, мол, переносится, она под угрозой, и даже уже начали писать о том, что, возможно, даже встреча Путина и Трампа перенесется, и она будет сорвана. Понятно, что люди, которые понимают в дипломатии, они говорят, что и российскую сторону я слышал, и того же Трампа, ну давайте с Трампа начнем, когда он сказал, что я еще ничего не решил. У нас есть предварительное согласие. Да, я бы не хотел ехать просто так навстречу. Собственно говоря, он, иными словами, говорит ровно как и Путин. Путин говорит, да, я готов встречаться, но я не хочу встречаться попусту, когда ему задавали вопросы по Зеленскому, не по Трампу, да. То есть известна позиция Владимира Путина, известна позиция дипломатов России, которые как раз-таки хотят, и они выстроены, внешняя политика Российской Федерации выстроена на классической дипломатии. Подготовили, встретились там на уровне третьих-четвертых лиц, даже дальше на уровне уже руководителей МИДов, и потом готовится некий проект решения, где встречаются президенты и утверждают. Вот эта вся система, эта махина, она работает. Я хочу просто сказать простую вещь. Я не слышал четкой даты об этой встрече. Я не знаю, когда эта встреча будет, я имею в виду Путина и Трампа. Мы ориентируемся с вами, но поскольку мы заложники информационных потоков, мы ориентируемся в основном на информационные потоки, которые идут со стороны США, потому что, ну, по крайней мере, Путин молчал все эти дни, после встречи он прокомментировал, и дальше он молчит. А вот господин Трамп, действительно, он сказал, я вам через 2 дня что-то сообщу по этому поводу. Поэтому, дабы не пересказывать всю эту тему, да, ну, сократить ее, я полагаю, что встреча будет, встреча готовится. В первую очередь, безусловно, идут телефонные переговоры между Рубио и Лавровым. Тяжело или просто, но они идут. В чем, на мой взгляд, субъективная проблема? Она обозначена с самого начала. Российская Федерация говорит, давайте поговорим о первопричинах, давайте уберем первопричины, да, которые уже известны, оскомину набили. А американская сторона, она говорит, нет, давайте мы завершим конфликт на Украине, мы сделаем мир, да, и потом будем говорить о бизнесе. В переводе на русский язык Трамп говорит, или он предлагает вариант. Послушайте, говорит Трамп всему миру, не только Путину. Вот смотрите, у меня получилась хорошая сделка между Хамасом и Израилем. Очень вот там, хорошая. Очень хорошая. Ну, это Трамп говорит, да. Я организовал, я собрал всех, подписали, мир установили, я улетел. А теперь проблема тех исполнителей, которые, слушайте, нарушают договоренность. Это же не моя, не трамповская. Вот такую вещь он предлагает а-ля и нам.
И вчера, кстати, когда европейские СМИ запестрили информацией о том, что вот есть некоторые 12 пунктов, да, которые обсуждают в Европейском Союзе, и вот эти 12 пунктов, значит, по ним должна пройти вот встреча Трампа и Путина. Слушайте, Александр, я понимаю, что встреча двух лидеров, она состоится. Я не понимаю роли Европы. Ну, до конца не понимаю. Если читать все, что пишет европейская пресса, и слушать так называемых европейских лидеров, то они по факту хотят сорвать эту встречу. Они пытаются, знаете, как вот эта вот собака, хвост виляет собакой. Они пытаются влиять, не просто вилять, а влиять на то, что вот, чтобы нарисовать повестку дня Трампу и Путину и говорить, вот вы должны поступать вот так, вот так, вот так. И вся вот эта картина, энергетический обстрел, то есть обстрел по энергетической инфраструктуре Украины, а заявление Европейского Союза вроде бы, ну, как давление, да, они, мне кажется, потому что ваш вопрос был сформулирован так, кому больше ущерба или против кого эта ситуация вся, против России или против Украины? Мне кажется, что она в первую очередь направлена 100% против украинского народа, против людей, простых людей. Давайте так, о народе не будем говорить, а простых людей. Потому что когда блэкаут в Чернигове уже несколько суток, когда блэкаут в Славутиче уже несколько суток, да, а это города, ну, я так посчитал, понятное дело, еще до войны, но там проживало совместно где-то, ну, 500, около 500 тысяч людей. 500 тысяч граждан Украины, которые, ну, у них нету света, у них нету где зарядить электроэнергию, у них нету тепла. И для них, для вот этих 500 000 как минимум, да, людей, которые находятся в этой ситуации, которые в подвалах прячутся, но там холодно, вот для них вот это все геополитическая политика, она, знаете, где-то там на 15-м, на 20-м месте. Нет, я не согласен с вами. Давайте. Я абсолютно с вами не согласен. Давайте. Как раз таки эти люди и мерзнут по подвалам и без света, как бы цинично это ни звучало, именно из-за геополитики и позиции Зеленского. Ключевой же момент заключается в чем? Что, ну, Зеленский говорит, давайте по линии боевого соприкосновения. Я готов к срочным переговорам по линии боевого соприкосновения. Ну, хорошо, отправная точка, да, то есть нужно же сделать ряд шагов навстречу. Вместо этого Зеленский как раз-таки нам анонсирует, что на этой неделе будет какое-то умопомрачительное очередное соглашение с европейскими странами, где умопомрачительно, чуть ли там не выпячивая часть гарантий для Украины, да, вот определенных, каких еще гарантий не хватает для Украины, уже столько всего подписано, будет подписано еще что-то. И вы понимаете тут какой момент? И это все из-за геополитики. И люди в подвалах, люди без света, люди это понимают. Люди, уже не надо, 4-й год войны идет, понимаете? И, ну, простите, пожалуйста, они все четко видят. Просто одни настроены, ах, вот эти проклятые москали нас вот это вот ломают, но мы не сдадимся. Ну, типа, мы потушные, то есть они вот в этой среде. Другие говорят, скорее бы это все закончилось, какой кошмар, ужас, и тут надо, ну, как бы и от ТЦК убежать. А это правда. У тебя есть бронь, отсрочка, инвалидность, все на свете, у тебя все документы в порядке, но все равно люди опасаются ТЦК. То есть на улице надо себя как-то, ну вот, уберечь, да, внутри, в тылу. Надо уберечь себя в плане быта, то, о чем вы говорите, о том, что это же после того обстрела такие последствия, после вот сегодняшнего обстрела мы не понимаем последствий, и сколько их будут восстанавливать, это будет, ну, это будет кошмар, это прям уже можно понять сейчас. То есть еще хуже будет, и дальше будет еще хуже. И вот этот свет, тепло, Гончаренко выходит, говорит, не будет никакого отопительного сезона, газа нет, объекты не защитили, все, то есть сливайте воду. Он фактически готовит население, депутат Гончаренко. Конечно, можно сказать, хайп, там все такое, он там такой известный тиктокер, но люди здравые, они понимают, что они как бы в заточении. А о чем им думать еще в таких условиях?
давление со всех сторон? Конечно, о геополитике. Конечно, о встрече Трампа и Путина в Будапеште. Заметьте, не Зеленского с европейскими партнерами, не Зеленского и Трампа, потому что все четко определили эту встречу в пятницу как полнейший провал, унижение и какой-то, ну, я не знаю, как счастливый случай, что Трамп выходит и как бы вот поддерживает эту линию, давайте останавливаться там, где есть. Вы заметили, какая дистанция между там, где есть, да, и границами 91 года? Она же колоссальная. Поэтому люди думают о геополитике. И вот сейчас люди заложники, в том числе геополитических решений, вот этой стратегической неопределенности. Ну вот как бы я хотел вам возразить на то, что им мол, все равно. Возражение принято. И вот почему. Я не хотел пропустить главного. Я хотел, когда мы говорили о людях, когда мы говорили о простых гражданах, таких же, как и мы с вами, но они живут в совершенно других условиях, да? И вот эти люди, которые сидят по подвалам, которые заложники, вы правильно употребили термин, заложники той политики внутренней, которая проводится украинской властью, да? Почему заложники? Потому что вот эти блэкауты, вот, которые сейчас люди испытывают на себе в Чернигове, в Славутиче и, возможно, в других городах. Вы правильно сказали, что это масштабироваться будет. Этими же блэкаутами несколько недель тому назад, ну, около 3 недель, Зеленский пугал москвичей. Он же говорил о том, что мы скоро потушим свет в Москве. Москвичи должны сидеть в подвалах, москвичи должны быть без света, без тепла. Это же были заявления Зеленского неоднократные. Их потом повторял там Сырский, ну, другими словами, да. То есть украинская власть угрожала, как угрожала Российская Федерация, угрожала москвичам. Теперь пошла обратка. Четко мы здесь с вами согласны. Но другое дело. Между геополитикой и реальными вещами есть украинская власть. Есть господин Зеленский, или совсем не господин, а преступник. Есть вот этот вот террорист, как я считаю, Гончаренко. Я со времени Одессы, как его поступка, как он себя вел при погибели людей в Одессе, как он смеялся, как он показывал это видео. Да, он для меня лично террорист. Да? Вот это же одно целое. И Порошенко, и Зеленский, и Гончаренко. Другая разница в том, что Гончаренко, якобы будучи оппозиционером, да, мы же помним заявление того же Порошенко, его подельника, его сопартийца, главного оппозиционера на Украине, как бы, да, в кавычках, который сказал, это еще было, Александр, до СВО, далеко до войны. Он сказал, ихние дети будут сидеть в подвалах, имеется в виду Донецких, Луганских, а наши будут ходить в школе. Почему-то люди забывают эти вещи. Понимаете? То есть действия украинской власти, заявления украинской власти. Не на кого опереться. А теперь смотрите. А вот если люди сидят в подвале, они слышат это, они понимают. Сейчас Киев атакован, и киевляне тоже будут сидеть в подвале, и будут сидеть в метро. К сожалению, будут спасаться. А мы понимаем, это же не ночь, это не утро, это рабочий день. Значит, люди должны не на работу ехать, не на работу идти, не работать, не производить что-то, а спасать свои жизни, да? Да и, собственно говоря, работы. Если нет электроэнергии, если нет света, если нет тепла, кто будет работать, в каких условиях? И вот в это время, смотрите, чтобы теперь зациклить позицию украинских властей, Зеленского, Гончаренко в том числе, то, что называется элита. Вчера Верховная Рада Украины приняла 2 решения. Первое решение. Верховная Рада что сказала? Мы переносим срок, мы продлеваем срок, значит, военного положения и всеобщей воинской обязанности, то есть мобилизации, еще на 90 дней. Это что за позиция такая? Это позиция перемирия? Это позиция движения к миру? Нет. Это позиция движения к войне. Дальше Верховная Рада принимает решение. Второе. А давайте, говорит, у нас нема грошей. Нету 360 миллиардов гривен, около 9 миллиардов долларов, да, для того, чтобы оплатить военнослужащих. Значит, война должна продолжаться, сроки, и для военнослужащих мы найдем. Есть работа. У вас нет работы, у вас нет тепла, у вас нет света. Идите в военкомат, идите в ТЦК, там есть гроши, идите воюйте.
Вот позиция украинской власти. Вот этот момент я бы не хотел именно пропустить. Вот здесь вот я почему сказал, что не только геополитика, это внутренняя политика именно того, что называется режим Зеленского. Он не обеспечивает людей теплом, он не обеспечивает безопасностью. Он говорит, выходите из подвалов, выходите из чердаков, где вы прячетесь, идите на фронт, идите защищать страну. Страну-то можно защищать, но вопрос вот в чем. А какое будущее у этой страны? Зачем? Что будет дальше, если сегодня на войну, если сроки продлеваются? И вот Зеленский предлагает им такой вариант второй. Он говорит, смотрите, я поеду в Европу, я сейчас с европейцами договорюсь, и европейцы нам дадут гроши, европейцы нам дадут оружие, европейцы нам дадут... Я прошу прощения, да, на конец недели в Лондон вроде как будет собираться коалиция желающих. А вы заметили, в какой вообще период? Ну, то есть, смотрите, у нас произошел удар мощнейший, там, Черкассы, Светловодск без света, там, где ГЭС вот эти, о которых вы говорили, Черкассы остановились троллейбусы, в Киеве понизили воду, потому что, ну, напряжение. В общем, Киевская область экстренное отключение, там Житомирская, Одесская, в общем, целая плеяда, тут можно перечислять очень долго. И, соответственно, сейчас проходит, допустим, сегодня среда, дальше четверг, вот это вот пятница. То есть это самые опасные дни, потому что это дни переключений, латаний дыр, и может быть следующий удар, мы же не знаем. То есть конкретно полетели МиГи, полетели ракеты, полетели дроны и все. А Зеленский где в этот момент? Конечно. Он там. То есть там. Это уже стало какой-то... Причем, знаете, ну, он же сам должен это понимать. И я думаю, что, ну, вроде как, ну, понятно, что человек там не образованный в плане там классических университетских образований и всяких там академических знаний, но это хотя бы, ну, он же работает с публикой, всю жизнь работал. Он же должен понимать, что сейчас полстраны, а может и вся страна будет в этих веерах отключениях, в этом ужасе и кошмаре, и дай бог, чтобы энергетики что-то там смогли придумать, перемычки какие-то перекинуть, но проблемы будут. И люди будут страдать вот эти дни, ближайшие так точно, и неизвестно, что будет дальше. Тут вы правильно говорите. А Зеленский будет в тепле, в добре, ручкаться с Урсулами, с Макронами, со всякими там мерцами. И на это все будет, ну, наверное же, с надеждой должны смотреть украинцы на это, что вот сейчас Зеленский съездит и что-то изменится, а ничего не изменится. Поэтому тут опять такой какой-то прокол. Мы выходим с вами на очередной круг, не мы выходим, а Зеленский нас выводит, и нас с вами, и простых людей, он выводит на очередной круг. Круг в чем? Мы уже там были. Смотрите, я хотел не пропустить очень важный момент. Вы сказали, сейчас с точки зрения планов Зеленского, его планов, у него же в голове свои планы. Есть реальная жизнь, есть реальные планы людей, есть жизнь Зеленского и его неадекватные планы. В чем они заключаются? Фиксируем. Раньше, целый год, прошлый, он говорил, границы 91-го, границы 91-го. Сейчас, это уже несколько дней, он говорит, линия боевого соприкосновения, линия боевого соприкосновения. Мы с вами понимаем разницу. Границы 91-го и линия боевого соприкосновения. Попытка продать гражданам Украины, что мы потеряли всего 1%, что значит 1% территории? Это кого он лечит? Он может это, прошу прощения, втирать и даже не Трампу, а каким-то чиновникам 5-6 уровня, что мы потеряли. Мы потеряли очень многое. Самое главное, вот самое противное, самое главное, что не говорит Зеленский. Он не говорит о людях. Он говорит о потерях территории, 1%. Он не говорит о людях. Он не говорит, а что с теми людьми, которые граждане Украины, которые там жили, некоторые живут. Что с ними? Какая у них судьба? Мы с вами говорили о Чернигове, о Славутиче, о Киеве, а он вообще не говорит о тех людях, которые живут в Херсонской области, Запорожской области, Донецкой области или в ДНР, ЛНР. Он о людях вообще не говорит. И это самая главная проблема, по крайней мере, с моей точки зрения, у человека, который должен был быть, да, не закончил университеты, но он же видит реальную жизнь, или он пытается ее не видеть. Теперь, что делает дальше Зеленский? Поедет он в Европу, будет он говорить с коалицией желающих. Желающих чего? Желающих мира?
Я почитал, ну, Саш, я почитал вот это заявление вчерашнее, значит, европейских лидеров вместе с Зеленским, потом Зеленский подтвердил, сейчас цель его поездки. Я вот читаю и рассказываю сейчас нашим людям, гражданам Украины, которые, может быть, не читают, не понимают. В этом заявлении есть 3 пункта европейцев и Зеленского. Первый пункт. Трамп надавит на Путина. Второй пункт. Зеленский не откажется от территории Донбасса. И третий пункт. Россия за все заплатит. Вот эти деньги, активы, которые есть российские в Бельгии, во Франции, на Западе, вот их эти деньги заберут и отдадут украинцам. Вот это план действия. Но это же это чушь, это блеф, это вранье. Потому что здесь европейцы не пишут о своих действиях. Что они сделают? Понятно Трамп, понятно вот это. А вот они что сделают? И вот эта позиция слабых людей, это позиция людей растерянных, я имею в виду европейцев, и Зеленского, которым не едет. Да, у них пока тепло, у них со светом все хорошо, у них плохо с энергетикой, с экономикой и с жизнью простых людей. Но я пока это не буду трогать. Смотрите, в чем слабость Европейского Союза на сегодняшний день? Заявления могут быть разные. Но вот я читаю информацию, что на территорию Литвы этим утром залетели дирижабли, объекты летающие, да, которые контрабандисты из территории Белоруссии якобы запустили и перевозят сигареты контрабандой. Итак, из Белоруссии залетели туда эти объекты, и литовское ПВО не может их сбить, не знает, что с этим делать. Она советуется с НАТО, что делать. Если по таким элементарным вещам все НАТО, Литва вместе с НАТО не могут найти общего решения и не могут понять, что с этим делать, то я прошу прощения. Если и когда, не дай бог, конечно, беспилотники или ракеты российские полетят в сторону НАТО, где нам, украинцам, искать свои защиты? То есть нам снова-таки Зеленский пытается нас обмануть. Он говорит о том, что Европа нам поможет, а Европа, в свою очередь, рассказывает, что будет делать Трамп, что будет делать еще. На самом деле есть простая вещь. Если бы действительно Европа пыталась помочь простым людям, ну, украинцам, которые живут там, по крайней мере, она бы не блефовала, она бы не играла, она бы сказала: знаєте що, шановні українці, ви так настраждалися, ви так намучилися, ми вас беремо в Європу усіх. Не вот эту часть, которая сбежала, а вообще вот Украина хочет иметь гарантии в Европейском Союзе. Вот с завтрашнего дня мы вас принимаем в Европу, мы вас обеспечим, Саш, мы вас обеспечим безопасностью. Вы в своем Понятное уме. дело. Ну подождите, Василий Леонидович, давайте, мы же, какая Европа? Ну о чем вы? То есть без света, без газа, с населением, как бы пострадавшим ментально. Я сейчас так очень общо это все говорю, но по большому-то счету мы же видим вот этих, скажем так, оторви и выкинь, которая там целая там каста этих ТЦКшников, которая просто зверье, понимаете? Зверье. Да. Есть еще СЗЧшников, 250 тысяч случаев, непонятно, сколько их вообще ходит по стране. Там кто-то из депутатов, по-моему, говорил, что так плюнуть и в СЗЧшника попадешь. Ну, вот так. Да. Такие реалии. Причем речь идет там не о мегаполисе, а о каких-то таких городах. Ну, там, райцентрах, например, каких-то крупненьких городах, даже не областных центрах. Куда не плюнешь СЗЧшник. Тот договорился, тот за отпуск, тут еще что-то. И вот это все надо как бы забирать к себе, выделять деньги, помогать. С какой радости? Это понятно. Ну, с какой радостью? Нет, Саш, это понятно. Смотрите, в чем идет игра, вот это. Самое главное, чтобы мы с вами не пропустили на сегодняшний день. Да, игра идет в том, что Европа дает деньги, а их распиливают чинуши, их распиливают классы, воруют, крадут, и еще говорят, вы нам мало помогаете. А Европа это видит. Европа это видит. Очень многие это видят люди. И это самое главное, видят американцы. То есть видят те люди, которые четко понимают одну вещь.
мы с вами об этом не говорили, но я бы хотел обозначить эту проблему. Смотрите, Будапешт. Готовится Будапешт. Путин с Трампом договорились. Будапешт. Лавров с Рубио. Будапешт. Все, движется. И начинается вот эта метушня. Суббота, воскресенье, до сегодняшнего дня. Пресса, заявления вот этих европейцев. Почему так все боятся Будапешта? Вот Будапешт. Почему боятся Будапешт? Я просто давно живу. И я хочу сказать, что Будапешт, тот самый Будапешт 1994 года для Украины и для частей, разных частей тех людей, которые проживут на Украине, по-разному воспринимается. Одна часть говорит, мы тогда отдали ядерное оружие и, значит, безопасность свою. Нас обманули, нас кинули. Кто нас обманул? Кто нас кинул? Соединенные Штаты Америки, Британия, Российская... Ну давайте вспомним всех тех, кто давал гарантии Украине, да? Почему же считается, что только Россия кинула? Нет. Главным там был, кстати, Соединенные Штаты Америки, то, что называется Запад. Забрали оружие ядерное. Окей. Но что взамен получила Украина? Об этом почти никто не говорит. Леонид Данилович Кучма после Будапештского меморандума заключения, да, в 1994 году приехал на Украину, собрал всех своих силовиков и сказал, смотрите, мы власть на сегодняшний день на Украине, мы отдали ядерное оружие, значит, к нам претензий никаких нету, мы теперь будем хозяйничать на Украине. Принцип первый. Воруйте все, что можете, приватизируйте все, что можете, но каждый себе лично, да, если должен получить не более 10%. Если я найду, что кто-то своровал больше 10% или приватизировал незаконно, значит, сядете в тюрьму. Началось выстраивание того, что называется олигархический класс на Украине. Это 1994 год. Украинская власть получила взамен ядерного оружия власть хозяев украинской территории. Был распродан Одесский флот гражданский. Было распродано все, что можно было, растянуто, распродано, растащено. Появились олигархи. Они никуда не исчезли. Ни один олигарх на сегодняшний день, который начал свой бизнес в 90-х годах, не исчез. Единственный сидит в СИЗО Коломойский, но о нем отдельно. А все остальные, Петр Порошенко, господин Пинчук, Ренат Ахметов, остальные никуда не исчезли. Они все живы. Может быть, не все здоровы, но они все живы. Бизнес их процветает до сих пор. Пинчук как производил трубы, так и производит. Как он продавал в Соединенных Штатах Америки, так и продавал. Ренат Ахметов, который владелец энергетических систем Украины, почти в основном, он страдает, по его предприятиям, по его сетям бьют российские ракеты, но он получает компенсацию с украинского бюджета. Поэтому он тоже не пострадал. Я могу говорить очень долго и по фамилиям, и по конкретным ситуациям. Но вот что сейчас произойдет? Почему Будапешта боятся как раз-таки эти люди? Потому что в 1994 году им разрешили грабить, они получили власть, они получили свои капиталы. А где эти все капиталы? Где эти деньги? Они на Западе. Они в офшорных компаниях, Британии, Соединенных Штатов Америки. Все это видно, все это очевидно. И сейчас в Будапеште может произойти Будапешт 2.0 для них. Это самый большой страх. У них спросят, что вы сделали с Украиной? Почему на Украине так плохо? Почему вы богатеете, а люди сидят в подвалах? А ну-ка давайте сюда, мы посмотрим ваши денежки. И все, что они тогда наприватизировали, наворовали, они сейчас у них могут отнять. И вот это самое серьезное давление, которое происходит со стороны Соединенных Штатов Америки и части Запада на то, что касается, давайте мы посмотрим на украинские дела. Здесь нужно серьезно надавить, и они это делают, на олигархический класс, на тех самых депутатов Верховной Рады, которые голосуют. А депутаты Верховной Рады, если мы посмотрим по группам, по кланам, это представители олигархата в том числе. Кроме там американских, кроме немецких всяких. Это олигархат. Это смерть той власти и той системе, которая была начата в 1994 году. Вот что такое Будапешт на сегодняшний день.
Это не просто договорняк между договор о мире между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией. Нет. США хочет как и тогда, так и сейчас хочет быть во главе этого процесса. А дальше разбирайтесь сами. Да? Трамп скажет, я установил мир, а вы давайте разбирайтесь. Ой, вот это самое страшное. Смотрите, я понимаю, что... Вот это самое страшное. Как это будут разбираться олигархи между собой? Как это будут разбираться военные, которые, скажем, скормлены олигархатом, или группы воинских частей, которые до сих пор поддерживаются, то Порошенко, то... Как это все будет внутри Украины? Что значит разбирайтесь сами? Это что такое? И тут мы приходим к очень интересному, скажем так, внутреннему фактору. Смотрите, там периодически мы упоминали вот этот ТЦК, вот эти все отловы, когда там в Одессе ТЦКшник во время перепалки бьет в лицо кулаком женщину. То есть это, все уже это видят, да. Тут новая история, которая перебивает ТЦК, это блэкауты по стране. Причем, как говорит Милованов, надо дышать, гимнастика дыхательная, это стресс, ничего, все пройдет, дышим. Дышите, не дышите. Дышите, не дышите. Мне тут интересно, вот вы так зацепили эту тему, об этом мало кто вот говорит. Эти люди, они же куда-то денутся. Все. Точнее, или никуда не денутся, или будут в этом обществе. Условно, если гипотетически, давайте просто предположим. Будапешт. Приезжает Путин и Трамп. Мне кажется, судя по этой игре, которая разворачивалась, элементом которой являются томагавки, судя по заявлениям Трампа сейчас, люди начинают не то что привыкать к Трампу, они начинают его понимать. И это очень страшно для украинской элиты и украинского марафона. Они немножко начинают просто включать голову, варить. Я не считаю украинцев безнадежными, которые там пропитаны пропагандой. Не-не-не. Они уже начинают улавливать, как он себя ведет. Так вот, значит, приезжает Путин и Трамп, и внимание, ведь это же все было проговорено. Просто это все экспрессивный Трамп говорил. То есть они могут спокойно говорить, мне придется... Они же ненавидят друг друга, Зеленский и Путин. Они же ненавидят, поэтому я с ними по отдельности. И вот по отдельности Путин подписывает что-то с Трампом по Украине. Не надо там придираться, меморандумы какие-то там еще. Что-то, давайте так, что-то. Или там заявление о намерениях, совместное заявление. Неважно, как эта бумага будет выглядеть юридически. Но что-то подписывается. И потом Зеленский не прикроется уже европейскими партнерами. Трамп скажет, так вот же, Владимир Александрович, хороший костюм. На бумагу, я договорился. Вот так я договорился. Поэтому очень долго Рубио и Лавров вот это вот все организовывают. Поэтому у них там встреча то будет, то не будет 30 числа. Сиярто сейчас отбивает пороги в Америке. Об этом Орбан сообщил. Потому что они там договариваются, утрясают. Орбан говорит, успокойтесь, все готовится. Чего вы? То есть это вот после вчерашней и позавчерашней истерики сегодняшние такие здравые пошли заявления. Да. И вот смотрите, Трамп и Путин подписывают, Зеленскому преподносят. И тут настает момент истины. Зеленский подписывает или опять соскакивает. Подписывает или соскакивает. А внутри Украины происходит вот это вот молотилово. Вы, как никто, вы лучше меня даже знаете. Я лично, например, не знаком с Юрием Луценко. Вы наверное, знакомы. Да, знаком. Даже был на дне рождения. Да, знаком. Вот, видите, как хорошо бывать. Как хорошо знать лично людей. Вот он выходит и Бориславу Березе отжигает. Те, кто выехал, не проливал кровь за свою страну, должны до конца жизни платить военный сбор. Нам нужно вводить такие меры на СЗЧ, уклонистов, языковые вопросы. Такое решение будет обеспечивать едность. Как это по-украински? Едность через оброк, через налог и подать. И тогда все, когда Зеленскому припрут к стенке большими документами, большими договоренностями, все переключится внутрь. И нужны будут такие Луценки и все остальные. Безусловно, они уже нужны.
Мы вот говорили там Гончаренко, сейчас Луценко, есть еще о Милованове вы вспомнили, есть еще вот этот омбудсмен бизнесовый, да, вот с канадским таким акцентом, таким вот или американским, да, который говорит о том, что я просто тогда хочу его процитировать, потому что меня это меня был такой, знаете, удар, я уже привык ко многим вещам, когда этот омбудсмен говорит, что вы знаете, да, украинцы уезжают и, к сожалению, погибают, но на каждого места вот рабочего украинца, который уехал или умер, да, мы можем завести другого человека, другого работника с какой-то страны, которая мечтает жить на Украине. Он же говорит истину, он же говорит сущность. Он говорит о том, что нынешней власти украинской не нужны украинцы. Не нужны украинцы на Украине. Пусть уезжают или пусть погибают. Мы завезем сюда с Эквадора, с Боливии, с Перу. Мы завезем сюда очень многих людей с Индии, с азиатских стран. Мало того, другие завозят на Украину людей из Колумбии, из того же Перу, которые воюют как наемники в рядах вооруженных сил Украины. Просто эти моменты еще, скажем, люди тоже это, я с вами согласен, украинцы далеко не дурны, не дураки, далеко не глупые, и не прошиты у них мозги, они все это слышат, они пока не могут это сделать ничего. И вот вопрос, когда это все завалится, да, вот договоренность внешняя на внутреннюю, на внутрь Украины, что будут делать люди, что будут делать простые люди? Ведь Луценко, когда он же идеолог, он же из той же касты, да, а-ля Гончаренко, а-ля Порошенко, он же из той бригады, из той, по крайней мере, был, не знаю, может, перекрасился уже, да. Юрий Луценко всегда выходил в момент, у него нюх есть, как у политика, и его использовали вот такие моменты крайне критичные для Украины. Я просто вспомню, потому что нас смотрят и слушают молодые люди на Украине. Я помню, была такая акция в начале нулевых годов «Украина без Кучмы», «Кучму геть». И тогда именно Луценко, как социалист, боже упаси, сколько это времени уже ушло, да, он выходил, он был застрельщиком, да, Наем перебрал у него эту инициативу, и Наем стал застрельщиком, когда он приглашал людей на Майдан. Но Луценко не закончил, он продолжает быть таким. И когда он делает подобные заявления, едность, я бы тут вот как вам ответил на ваш вопрос. Луценко, Порошенко, многие другие люди, я бы сюда Залужного приписал из новых, да, они акцентируют свое внимание на термины «Украина», на название «Украина», на некой части того, что сейчас является территорией Украины. Почему? Потому что Украина, она будет, никто не говорит о том, что Украина не будет, это только, знаете, там, я уже не знаю, кто до сих пор пытается напугать, что Путин хочет захватить всю Украину, Путин хочет завоевать, эти хотят завоевать. Слушайте, но для того, чтобы, ладно, завоевать тяжело, это, во-первых, завоевать, а во-вторых, содержать. Поэтому давайте этот миф отбросим. Так вот, Луценко, Порошенко, Залужный и многие другие. И я так полагаю, что иногда и Зеленский хотят зайти только на одну часть территории, которая называется город Львов и его окружность. То есть они нарисовали себе некие контурные линии, что да, на Донбассе плохо, там Новороссия будет, не будет, непонятно, что будет с Запорожьем. Слушайте, Чернигов – это тоже недалеко от Беларуси. А вот мы должны сосредоточиться на той Украине, которая будет, а территория ее, потому что их территория в основном интересует, будет вот там 5-6 областей, ну скажем так, до границ Житомирской области на сегодняшний день. То есть все вот это будет их. И они заботятся, ну у меня такое впечатление, они заботятся о той части территории и о тех людях, которые там проживают. Их вот эта Украина интересует. Потому что иначе какую бы логику вы ни взяли, должна власть украинская делать по-другому. К примеру, вот к вам приходит часто Алексей Арестович, заходит, да, интервью я выслушаю, можно с ним спорить, можно не спорить. Но почему я перевожу тему на Арестовича? Недавно вышло интервью Арестовича Ксении Собчак. И в этом интервью, потому что многие на Украине из политиков начинают заходить на то, что называется
население пророссийское или русскоязычное, да, то есть не то меньшинство националистическое, национал такое прогрессивное, как вот Луценко, а есть же люди, их много и в Киеве, и в Житомире, особенно на востоке Украины, на юге, которые адекватные, остались адекватными, говорят на русском языке, и надо подготовки к выборам, значит, с ними проводить определенную работу. Так вот, Арестович первый, я еще раз говорю, по-разному к нему можно относиться, но он сказал, нужно менять проект. Необходимо менять проект. Украина – это не Россия, или Украина – антироссия, это все. Этот проект сдох, он закончился. Давайте думать о другом проекте, давайте думать о каком-то будущем. Вы слышали дискуссию по этим заявлениям Арестовича на территории Украины? Вы слышали, Александр, может быть, вы знаете, неких политологов, политических экспертов, которые проживают на Украине? Хайп в основном. Или какие-то... Юрий Великий из «Квартала 95» снял пародию. Вот вся, в принципе, дискуссия. Вот и все. А вот тот же Юрий Луценко, это же антипод Арестовича, если понятно, если их можно сравнить, просто мы говорим о цитате, значит, Луценко, который говорит о едности. Едности вокруг чего? Вокруг Львова? Вокруг Галичины? Вокруг чего? Не, подождите. Едности вокруг того, что, смотрите, тут же это уже... Если бы это была единичная история, там, ну, вышел Луценко, что-то рассказал, еще и кому? Березе, да. Понимаете? Ну, да. Ну, при чем здесь мы? Да? Яке їхало, такое здибало. Да, но мы видим, это прям отработка, история такая очень интересная. Меня многие подписчики говорят, что ты его вспоминаешь? На кой он тебе нужен, этот Олег Скрипка, который говорит, я за военный переворот, и я хочу, чтобы были военные у руля. Внимание, только военные в политике. Те, кто прошел эту войну. Это, да. Смотрите, это многие ведь... об этом говорят. Смотрите, вот понимаете, в чем разница? Тут очень важно, вот вы правильно заметили по поводу Арестович, там Собчак, много инсинуаций, много хайпа. Но оно и делалось, мне кажется, это все ради вот этого всего. Да? В том числе, чтобы привлечь внимание. Но, да. Смотрите, но тут же разница в чем? Нужно же проанализировать путь, да, стратегическое мышление. Вот мы видим одну историю, да, вот там отдать области, пойти, чтобы Путин помолился за украинских солдат, Арестович президент за... То есть это путь какого-то примирения, да? Абсолютно правильно. Оно может быть сквозь зубы, оно может быть с дулей в кармане, оно может быть неискренним, но этот акт, вот он важен. То есть все, закончили, перелистнули страницу, далее что? Новый проект. Окей. Да, какой проект? Поехали, будут кричать пророссийский проект, пророссийская Украина. Не будет уже пророссийского проекта. Конечно, в тех моментах, когда... Сейчас идет разница. Нейтральный, обособленный, суверенный, такая большая, крупная, мощная Венгрия, которая там, конечно, ну ее не возьмут в Евросоюз. Ну это, смотрите, это нереально по экономическим причинам, но даже если претендующая на Евросоюз, но соблюдающая активный нейтралитет. И вот тут начинается самое интересное. То, что внутри. То, что рисуется на другой стороне, это государство военных, то есть все, кто воевал, имеет право. Всех остальных, об этом говорит Луценко, мы наклоним, заставим платить оброк, заставим в униженном положении быть. А где ты был, где была война? А ты уехал? А нет. А ты за кого был? А ты с кем? А ты ты донатил или не донатил? Конечно, И вот пошла вот... И вот тут выстраивается внутренняя иерархия. То есть определенная вот такая история, и вот она сохраняется, и вот так. Против этой проектности, о чем нам говорит Скрипка, Луценко, другие там деятели, много таких, да? Сказал же четко Лавров, то есть говорит, мы хотим устранить первопричины конфликта, потому что в этой системе, которая сейчас говорится на том фланге, выстраивается не просто там порабощение, не просто навязывание националистическим меньшинством адекватному или вообще большинству украинцев вот этих правил. Нет. Навязывается возможность для возрождения войны против Российской Федерации.
И вот тут же очень важно, а какие гарантии получит Россия, что не будет Украина нападать? Об этом у нас никто не говорит. Об этом вот даже европейцы, которые говорят, мы дадим 140 этих миллиардов российских, а если Россия опять нападет, то тогда да, тогда вот мы там вернем санкции, вернем, которые будем снимать потихоньку. А если Украина, например, нападет и захочет захватить, хорошо, не Луганск и Донецк, ну там малую Токмачку, где вчера прорвались, или Купянск, да? Вот, то есть Да. этого обратного рычага нет. Когда Луценко, ну, скажем, давайте, а-ля Луценко, да, когда говорят о том, что давайте разделим украинцев еще раз, очередной раз, потому что к власти должны только военные, все остальные должны платить, все остальные, знаете, это разделение не Луценко придумал. Козаки або свинопасы – это вот давно еще, столетиями тому назад. Так вот, есть казаки, то есть те, которые военные, а есть свинопасы. Те люди, которые вот сейчас в подвалах, которые не воюют, которые не... Или которые выехали, которые могут уехать, приехать. Это все свинопасы. Это же разделение было. И разделение дальше, оно может произвести только до одного. Украинцев станет еще меньше. Просто еще меньше. И сколько для Луценко нужно людей для того, чтобы вот проект того государства, который он лепит? Какое количество людей ему нужно? 5 миллионов, 6 миллионов, 8 миллионов, 19 миллионов. То есть они же, когда говорят территории, это одно, а теперь люди. Когда Луценко разделяет дальше людей, это опять-таки было в нашей истории. Это закончилось руиной. Это закончится и сейчас руиной. Это, скажем так, для вот этого внутреннего потребления этих вот галичан, этих людей, тернопольчан, которые вот еще хотят все равно, знаете, для них же всегда были враги. Всегда были враги и всегда будут враги. Вот это путь в никуда. Это путь такой неонацистский, это путь в никуда, которому призывает Луценко. Этого не будет. Возможно, на какой-то момент, слушайте, возможно, мировые игроки скажут, ну давайте, то поубивайте же всех себя самих. Я думаю, что к этому не допустят. Я думаю, что этого не будет. И не допустят в первую очередь игроки по внешнему периметру. Да? Я бы хотел обратить внимание здесь, вы сказали такую фразу, что Россия не допустит, Россия не пойдет. К сожалению, на Украине очень мало людей, которые пытаются мыслить вот разными игроками по внешнему периоду, даже без США. Мы о США много говорим. Вы сказали, вот есть Венгрия, есть Россия, с двух сторон, условно говоря. Да? Венгрия смогла же отстоять субъектность свою, даже находясь внутри Европейского Союза. Кстати, Польша тоже отстояла свою субъектность, отстояла там свою религию, свою, скажем так, мононацию. Да, она разделена, но, значит, не пустила беженцев, запрет абортов, то есть много чего Польша сохранилась как субъектность. Венгрия сохранилась как субъектность, да? И почему бы нам? Почему бы Украине не посмотреть на своих соседей, не подумать и не говорить о том, куда мы идем? А как вы сказали, нейтральность или, по крайней мере, усиление субъектности. А кто мы такие? Зачем нам куда-то идти? Послушайте, если мир катится к Третьей мировой войне, вполне вероятно, давайте над этим сценарием подумаем, можем мы сохранить себя и не дать тянуть себя в Третью мировую. Может быть, то есть есть разные варианты, ну как минимум два. Но об этом надо проговаривать, об этом надо думать. Когда я слушаю Луценко, когда я слушаю подобных его людей, и которые ведут Украину, ведут украинцев на убой, ну прямым текстом они ведут на убой, у меня к ним вопрос. Когда вы цитировали несколько раз ТЦК и статистику, я на прошлой неделе познакомился со статистикой вот этих самых людей, которые сбежали, дезертиров, сочников, разных. И я посмотрел на этой карте, какое количество людей в процентном соотношении больше всего, на каких территориях проживает больше всего тех людей, которые сбежали. Я был поражен. Львовская область, Волынская область, Тернопольская область. То есть вот та элита, ради которой выстраивается вот вся вот эта вот Украина на сегодняшний день, куда нас всех ведут на убой, эта элита уже давно выехала. Она выехала в ту же самую часть в Венгрию, часть Словакии, очень многие в Чехию, большинство в Польшу. Польша там 900 с чем-то тысяч беженцев из Украины, да? Вот.
А в Германии осели, да, в Германии, по-моему, на первом месте, там, по-моему, 1 200 000 уже Ну, там платят беженцев из больше, Украины. да. Там платят больше, да? Ну, все, Вот вам, все пожалуйста, понятно. Да. вот вам, пожалуйста, куда уехала элита. Так ради кого пытается Луценко сделать этот проект? У меня такое впечатление, что вот, знаете, надо собрать там Луценко, Порошенко, кого там еще этого, Видоплясова, спивака, ну с дуру, ну спевал бы себе, да и спевал. Почему у нас те, кто поют, кто-то пишут, хотят обязательно стать вот элитой и, значит, диктовать волю всем остальным, миллионам людей, да? Мне такое впечатление, может, их собрать где-то вместе, там, поселить в Буковеле, поставить им флаг этот желто-блакитный, написать «Украина», и пусть они себе там живут. Вместе, кстати, с Коломойским, которому принадлежит этот объект. Вот собрались там себе, катаются на лыжах, живут, все им хорошо, весело. На этом, ну, сколько там, не знаю, 1000 километров квадратных, или там 10 тысяч. Дать им. Нет, никто не будет платить дань на украинство. Это ведь фактически дань на украинство. И понимаете, в чем дело? На вот это профессиональное украинство. Причем люди, которые там воюют, да, русскоязычные люди с русскоязычных регионов, которые, конечно, как выяснилось, конечно. далеко не уезжают, ну, Днепр, ну, там чуть-чуть дальше, ну, вот там, да, они же сейчас в Днепре тоже как бы накатывается эта волна войны, то есть опасности, но они все равно едут там Харьков, чуть-чуть дальше, стараются. Я просто понял, ну, так легче жить. С вот этим профессиональным украинством просто легче жить. Легче не думать. Поэтому некоторые вот принимают это и вот так вот и идут. А по большому-то счету это порабощение. Это классические методички. Ну вот опять-таки мы не сильно образованы стали за последние 10-15 лет. Уровень образования упал, безусловно, согласен с вами. А те, кто там что-то уже и забыли все, ну там школьные какие-то учебники, всемирную историю, это четкая британская методичка, как управлять колонией, ну вот там где-нибудь в Индии, да, ну вот так. Это вот четко идет по лекалам. Обязательно должны быть вот эти вот, ну, как бы глашатые, вот все остальные масса людей, они должны быть. Это подчинение идет. Причем даже, а чтобы, не дай бог, у человека ну, не родилось ничего, сейчас же какая дискуссия идет? ТЦК, да? Говорит, в общем, радуйтесь нашим ТЦК, а то придут кадыровцы, а то придут вот эти вот русские, и будут вас еще хуже будет. И все такие, ой, слушайте, кадыровцы сейчас придут и будут загонять в армию. Там же пошли вот эти нарративы. Вы думаете, там нет мобилизации? Ну, на неподконтрольной территории, которую забрала Россия, Украина. Там есть мобилизация, там вот это все еще хуже. Там вот это, ну, чтоб, не дай бог, туда, в ту сторону никто не посмотрел, понимаете? Это для этого делается. И вопрос только, бунт рабов когда запланирован? Есть у вас расписание? Вот. Луценко, он бандеровец, он пел бандеровские песни, хотя на том дне рождения, который у меня был, ему задали вопрос, он тогда был министром внутренних дел, и ему задали вопрос... Ну, это вот в тот момент, когда он пьяненький в аэропорту оскандалился, в те годы, ну, да. Да, в те годы. Но он хорошо так принимал, он такой был, он любил жизнь, он любил женщин, любил выпить, ну такой жизнерадостный мужик. И тут министр внутренних дел, значит, вокруг него милиционеры, в общем, на этот подарки, вот это, он же на подпытку, ему задают вопрос, типа, вот там, с днем рождения, и вообще вот мы вот считаем, что вы хоть и гражданский, но вы наш, значит. Луценко что-то перепутал, взял микрофон, говорит, вот меня, говорит, часто спрашивают, вы вот типа за кого? За тех или за тех? Я вам скажу, я за ментов, потому что я сам мент. Ну, все там ура, ура и так далее, и так дальше. Поэтому ему, знаете, кто налил, за того он и есть. Вот. За ментов он тогда был. Сейчас он за неонацистов. Он хочет всех остальных в рабы, свинопасы. Ну, такой он, знаете. Так вот, но Луценко, когда он пел неонацистские песни, и многие люди, которые поют песни вот этих УПА и так дальше, это же было, Александр, это было в нашей истории. Было, когда в 1944 году Украина была освобождена от немецко-фашистских захватчиков, и на территории Западной Украины Красная армия, потом уже советская, да, устанавливала свою власть.
Украинская ССР устанавливала свою власть. Началась борьба. И вот тогда мне бандеровцы рассказывали в Ровенской области, что, понимаешь, вот когда, говорит, русские паши разошли, они были добрі, хороші, ну там, не буду говорити, а от коли, говорит, в другий раз, вони погані. Вони вже забрали, там, в церкву нам забороняли ходити. В общем, пугалки идут с того времени. Это с того времени, это чисто бандеровская, это чисто уповская вот эта вот идеология, что сейчас придут проклятие москали, клятие, да, со своими там, то есть нас тут не будет, нас тут вынищать, и будут вот в Сибири приедут люди. Послушайте, территория России, ну хоть бы кто-то из этих людей посмотрел на территорию, а громадная территория, около 150 миллионов жителей, это очень мало для России, для того, чтобы осваивать свои территории, чтобы содержать вот это все, чтобы развивать. Да россиянам самим нужно улучшать демографическую ситуацию. Какие нафиг, извините, прошу прощения, люди из России приедут в Львовскую область, или там в Тернопольскую, или Волынскую, или Ровенскую? Зачем это все нужно? Дальше. Русские там, они далеко, а вот русские здесь. Русские – это русскоязычные, это мы с вами. Это люди, киевляне, луганчане, дончане, запорожцы, днепропетровцы, которые говорят на русском языке, которые ходят в ту церковь, в которой ходили их родители. Вот самые главные враги. Самые же главные враги – это этих людей разделили на две части. Русскоязычные или русские, которые воюют. Да, молодцы, воюйте, воюйте, потому что вы убиваете таких же русских, как и вы. Но русскоязычные и русские, которые живут в Киеве, а даже там некоторые во Львове, не-не-не, это плохие люди. Это плохие люди, они враги. Вот они должны платить дань. Они должны отказаться от своего языка, от своей веры, от своей культуры, от своей духовности, от своих фамилий, переиначить, перепрошить себя, но все равно они, Александр, будут врагами. Они будут платить. Вот это самый Луценко, он говорит уже не только о взрослых людях, а о их потомках, о детях. Да. И дети русскоязычных будут рабами, они будут вечно ущемлены в правах, они вечно будут платить дальше дань. Слушайте, это куда заведет? Это к чему приведет? Когда будет бунт? Сценарий. Знаете, бунты на Украине уже идут, они маленькие. ТЦК, противостояние против ТЦК, причем в западном регионе, в Днепре, в Киеве, это противостояние идет. Люди видят врагов самых главных ТЦК. Это очевидно. Люди ненавидят ТЦКшников. Но у ТЦК есть оружие, а у людей нету. Вот это неправильное. Когда был Не, ну Майдан... сейчас видите, как сравнялось. Это же очень интересная штука. Да. Вот как там говорят, спирали эскалации, да? Ну, между Россией и Украиной. Там Украина бьет беспилотниками по заводам, там выносит. Да. Это все растет, растет, растет. А точно так же между людьми и ТЦКшниками. Значит, появились перцовые баллоны. И у людей появились перцовые баллоны. Да, какие-то там появились, ну, условно, там, понятно, они уже все хватаются за оружие. Много видео сейчас последнего времени. Там кто с автоматом, кто за пистолет сразу хватается, кто еще что-то. То есть это прям норма стала, потому что они уже понимают, что у человека может быть тоже или травмат какой-то, или что-то огнестрельное, никто же не знает. Поэтому тут, видите, тут тоже оно как бы набирает обороты, и мы это вот наблюдаем. Правильно. Мы когда с вами начали говорить мозаику, выстраивать по внешнему контуру, то, что называется геополитика, теперь по внутреннему. Смотрите, конфликт с ТЦКшниками, он давит. Он давно идет, он на местах, но все равно сопротивляется. Порой их стреляют, даже убивают. Второй. Это на уровне религии. Он такой затяжной конфликт. Он может быть не такой очевиден, я имею в виду, не такой массовый, не так часто происходит, но вот месяц тому назад, когда, какой месяц? Несколько недель тому назад, когда была попытка захватить Почаевскую лавру на территории Тернопольской области, вышли монахи, протестовали, отбились от этого, потому что на то время послушников и монахов было больше, чем вот этих представителей спецслужб. Это вторая линия сопротивления, потому что людям нужно идти куда-то исповедоваться. Люди, это же духовная составляющая украинца. Надо пойти в церковь, надо сделать те таинства, осуществить, к которым они привыкли. Они нуждаются в этом. И когда у них отбирают, когда они видят вот эту несправедливость, это вторая линия. И, наконец, третья. Знаете, я часто смотрю
поджигаются какие-то автомобили, поджигаются какие-то релейные подстанции на железной дороге. Иногда пробрасывается информация, там, украинские партизаны. Ну, по-разному местные паблики пишут. Это третья линия, где есть протесты. Кто-то говорит, что это платные, кто-то там, что это спецслужбы. Не знаю. Но вот как минимум 3 линии, которые есть. И, наконец, четвертая. Да. Вот то, что я вам хотел сказать. Это все дело рано или поздно кто-то организует. На Украине есть очень много сил, которые знают, которые профессионалы, как делать восстание, как делать Майданы. Майданы – это тоже своего рода восстание, просто вот, знаете, смотря куда людей надо направить. Ведь в феврале 2014 года, кто-то направил людей на воинские части, на участки РВД, в СБУ, где были нападения, сначала на одну, потом на вторую, на третью, и люди что делали? Люди забирали оружие. А оружие сейчас можно не забирать. Оружия много с фронта. Его продают, его перепродают. И вот эти вот, это, скорее всего... еще одно. Вот недовольные военные, которые приезжают, да, из фронта и устраивают... Чем занялись вот эти военнослужащие, которые приехали из фронта в Тернопольской области? Они начали грабить местное население. Помогать, да? ТЦК, да. Помогать ТЦК. Это тоже линия сопротивления. И вот, кто и когда возьмет, ну, скажем, поставить себе цель на такой коллективный или массовый бунт, я могу плюс-минус определить тех людей, которые могут это взять на себя. Когда они это примут решение и как это будет воплощаться в жизнь, я не знаю. Но методологии, методики и люди такие есть. Это, знаете, Александр, мы с вами говорим о сценарии, а может быть такое, что это произойдет через минуту, а может быть это произойдет завтра. Я не знаю. Я могу лишь, знаете, так размышлять вместе с вами. Но я уверен, что такие люди есть, методики есть, и кому организовать это все, тоже есть. Да, Василий Вакаров был моим собеседником сегодня. Благодарю вас за время и мысли. Знаете, я хотел в конце там сказать, но опять-таки, насколько это уместно по поводу людей, которые там деньги, ну, которые продают свои услуги российским спецслужбам. Это есть и в Украине, ну, имеется в виду по отношению к россиянам, это есть и украинцы по отношению там. Но вот в Украине я вот заметил, но все равно здесь не столько идейная история. Жрать нечего. Ну, там показывают, когда украинские спецслужбы каких-то женщин, каких-то... Ну, понятно, что за там какую-то работы нет. Ну, то есть нет работы, коллектива, нет какого-то вот этого, вот это потеряли. А сейчас даже в коллективах там каких-то все человеку волк. То есть нет, очень мало таких сбитых каких-то... Я вообще любую отрасль беру. Да, начиная там какого-то шиномонтажки СТО, где мужички трудятся, начиная с АТБ, какого-то супермаркета, где там все на свете. Нет вот этого, вот это. И вот это самая главная причина оппонировать вам по поводу методик и что там поднимут бунт. Потому что даже на уровне коллектива очень тяжело найти какое-то соприкосновение, максимум общается там по одному, по двое, там, ну и все. Поэтому в этом трагедия Украины, еще и которая накладывается на ужасные времена лихолетия черной зимы. Всем, друзья, несмотря ни на что, добра и света, увидимся. До скорого.